Страны Балтии столкнулись с серьезными энергетическими проблемами, оказавшись в своего рода ловушке. Их стремление к полной независимости в энергетическом секторе привело к появлению новых, еще более сложных вызовов. Амбициозные проекты по строительству электростанций наталкиваются на разного рода препятствия. В чем же истинная причина этих проектов? И существует ли для балтийских стран реальный путь к достижению энергетической безопасности? Эти вопросы настолько актуальны и непросты, что привлекли внимание известного политолога Якова Кедми, который недавно опубликовал свою аналитическую статью по этой теме. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми фрагментами из его работы. Министерство энергетики Литвы подняло вопрос о необходимости строительства новой крупной электростанции. Однако самостоятельно реализовать такой масштабный проект Вильнюсу не под силу, поэтому Литва рассчитывает на поддержку и участие Таллина и Риги. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас предположил, что строительство совместной электростанции стран Балтии может быть завершено к 2030 году. Однако он сразу же оговорился, что точные сроки реализации проекта пока неизвестны. В настоящий момент речь идет в первую очередь о скорейшем вводе в эксплуатацию дополнительных энергетических мощностей. При этом Вайчунас не рассматривает вариант строительства атомной электростанции. Как подтвердил представитель министерства, АЭС, независимо от типа реакторов, не входит в планы. В ноябре прошлого года Вайчунас вернулся на должность министра энергетики. Он известен своей приверженностью зеленой энергетике, поэтому его инициатива по строительству новой электростанции выглядит довольно неожиданно. Видимо, ситуация в энергетическом секторе стала действительно критической. Причины, по которым энергетики бьют тревогу, лежат на поверхности. Во-первых, Литва, Латвия и Эстония на правительственном уровне договорились в 2025 году отключиться от российско-белорусской энергосистемы БРЭЛ. Времени остается все меньше, а странам Балтии необходимо обеспечить стабильную генерацию электроэнергии. И сделать это будет непросто, учитывая постоянные проблемы в энергетическом секторе. Во-вторых, авария на линии электропередач Estlink-2, соединяющей Эстонию с Финляндией, которая произошла в декабре, наглядно продемонстрировала энергетическую уязвимость балтийских стран. В результате этой аварии резко выросли цены на электроэнергию, что негативно сказалось на кошельках потребителей. О перспективах стабилизации ситуации пока ничего не известно. Вместо того, чтобы предлагать конкретные решения, ответственные лица, такие как член правления Элеринг-Рейга Кебья, предпочитают делать громкие заявления и обвинять во всех бедах Россию, Китай и даже корабли-призраки. Вроде бы в странах Балтии есть достаточно электростанций и возможностей импорта, чтобы удовлетворить потребности в электроэнергии. Однако вся система энергоснабжения настолько хрупкая, что даже небольшие сбои могут привести к серьезным последствиям, вплоть до полного отключения электричества. Именно поэтому премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на заседании парламента заявил о повышенном риске аварий и диверсий на объектах энергетической инфраструктуры. По его оценкам, каждый такой инцидент может привести к убыткам от десятков до сотен миллионов евро. После таких случаев невольно задумываешься о строительстве резервных электростанций, сказал Рокас Масюлис, глава Литгрид и бывший министр энергетики Литвы. Именно его слова и дали толчок к обсуждению этой идеи в министерстве, которая в итоге была озвучена министром Вайчунасом. Циники же задают логичный вопрос. Если Россия и Китай действительно занимаются диверсиями на энергетических объектах стран Балтии, то гарантирует ли строительство новых станций их безопасность? Как их защитить? Это первый вопрос. Второй. Почему проблемы безопасности энергетической инфраструктуры, соединяющей страны Балтии с Европой, не решались раньше? Ответ банален – не хватало денег. Безопасность финансировалась по остаточному принципу. Даже ухудшение отношений с Россией в результате поддержки Украины не заставило власти стран Балтии пересмотреть свои приоритеты и вложить средства в защиту энергетической инфраструктуры. Сейчас балтийские и скандинавские страны пытаются в авральном режиме усилить свою энергетическую безопасность. По некоторым данным, планы защиты энергообъектов разрабатываются ускоренными темпами. Кале Кильк, глава эстонской Эллеринг, сообщил, что стоимость этих мероприятий составляет примерно 600 миллионов евро. Операторы энергетических сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши надеются на финансирование из Фонда сплочения Европы. То есть, как всегда, рассчитывают на деньги Евросоюза. В случае, если Брюссель выделит 600 миллионов евро, 200 миллионов получит Эстония, а 400 миллионов – Латвия, Литва и Польша. Если делить поровну, то каждой стране достанется по 133 миллиона. Однако достичь согласия им будет непросто, ведь каждая страна преследует собственные интересы.
Кильк утверждает, что 3 высоковольтные ЛЭП между Эстонией и Латвией уже находятся под охраной. В Литве охраняются электромост Литпоулинк, соединяющий страну с Польшей, интерконнектор Нордболт, Литва-Швеция, центр обработки данных Литгрид в Вильнюсе и электростанция Лиетувос Электрине в Электринай. В Риге также заявляют, что что приняли меры по обеспечению безопасности ГРЭС, энергосетей, газопроводов и газохранилища в Инчукаунсе. Вопрос лишь в том, насколько эти меры эффективны. Литва уже имеет неудачный опыт попытки создания совместного с соседями проекта по строительству АЭС. В 2008 году газета «Verslo Žinios» писала об этом следующее. Стремление Литвы заполучить большую долю в будущей АЭС вызывает недовольство у Латвии и Эстонии. Литва хочет играть ведущую роль в проекте, но в мире бизнеса, где главное – прибыль, такие амбиции не всегда учитываются. В 2009 году Литва остановила второй реактор Игналинской АЭС. Строительство новой станции вроде бы входит в планы, есть даже меморандум, подписанный премьер-министрами 3 стран. Но никакой конкретики нет. Покойный премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилос утверждал, что новая АЭС заработает в 2015 году, но даже количество энергоблоков на будущей станции оставалось неизвестным. Проект провалился из-за литовских амбиций и нежелания партнеров уступать. Этот опыт вряд ли забыт. Поэтому сейчас министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас, похоже, пытается вновь запустить давно провальный проект. Более того, недавно выяснилось, что Государственная инспекция по атомной безопасности Литвы, ВАТЭСИ, отправила письмо в МЧС Беларуси с требованием немедленно остановить 2 энергоблока белорусской АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы, связанные с безопасностью. ВАТЭСИ требует, чтобы Беларусь представила подробный отчет о мерах, принятых для обеспечения безопасности БелАЭС, в полном соответствии с международными стандартами. Ничего неожиданного в этом нет. Литва выступает против белорусской АЭС с момента начала ее строительства. А после введения санкций против Минска в 2020 году такие заявления стали еще чаще. Литва обвиняет белорусскую АЭС в угрозе, в угрозе, не объясняя, в чем конкретно она заключается. Между тем, атомная энергетика позволила Беларуси добиться заметного экономического роста. По данным на январь этого года, БелАЭС обеспечивает около 40% потребностей Беларуси в электроэнергии, а дешевая энергия – ключ к развитию экономики. Когда-то у Литвы тоже была своя атомная электростанция – Игналинская АЭС, единственная в регионе. Однако в 2009 году она была закрыта по настоянию Евросоюза. В результате Литва превратилась из экспортера электроэнергии в импортера. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Якова Кедми? Что вы думаете о претензиях, которые Литва предъявляет Беларуси? Делитесь своим мнением в комментариях и предлагайте темы для наших следующих программ.